Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, со мной сегодня замечательный напарник Регина. Да, всем здравствуйте. Это уже наше не первое видео с Региной. Мы записывали одно большое обзорное видео про итоги 2023 года. И сегодня я пригласил Регину для того, чтобы обсудить очень интересную тему. Мы поговорим сегодня о том, что из себя представляет полуостров Палм-Джумейра в 2024 году с точки зрения проектов, с точки зрения динамики роста цен, основных тенденций, что можно покупать за какие деньги, как инвестировать, какие объекты подходят больше для жизни. Сегодня в этом мне поможет Регина. Итак, все поприветствуйте Регину, обязательно нажмите лайк под этим видео, ей будет очень приятно. Спасибо. Вот, и мы поехали. Давайте я представлюсь. Меня зовут Регина, я эксперт по недвижимости с более чем 10-летним опытом работы, международным опытом. И почему у нас вообще возникла такая идея с Димой записать подобное видео? Потому что последние мои запросы были как раз связаны с недвижимостью, с покупкой квартиры именно на Палм-Джумейра. Мы сделали полный ресерч, то есть исследование, то есть было подобрано огромное количество недвижимости, были сделки, и поэтому мы полностью разобрались в данном вопросе и можем поделиться данной информацией с вами. Так что смотрите, будет очень интересно. Наше видео стоит начать с вводной информации, что такое Палм-Джумейра, если вы об этом ничего не знаете, но я думаю, что вы точно должны знать. Буквально несколько слов, что такое Палм-Джумейра. Палм-Джумейра вообще была основана, зачата в 2001 году и завершила свое строительство государственным застройщиком Нак-Хилл в 2006. То есть на ее строительство потребовалось 6 лет. Не так быстро было заселение, скажем так, и застройка данной пальмы, но на данный момент плотов осталось всего 2. И это основной показатель, который также вы должны учитывать. Да, Палм-Джумейра, в общем-то, полностью заселена. Да, живет там приблизительно 60-70 тысяч жителей на сегодняшний момент. И действительно, по сути, основной рынок недвижимости, если мы говорим уже переходим к недвижимости, это вторичный рынок, потому что здесь идут активные перепродажи на этапе строительства и уже готовых объектов. Ну, раз мы коснулись перепродаж и так далее, давайте быстро вообще оценим, что из себя представляет на сегодняшний день Палм-Джумейра с точки зрения инвестиций. Да, если человек, инвестор, покупает объект на Пальме для того, чтобы заработать. Так, все не так очевидно, как вам кажется. То есть недвижимость на Пальме все еще пользуется популярностью, но это больше касается людей, которые хотят там жить. Это связано с тем, что если мы говорим про доход с аренды, то это вообще история не для вас, дорогие инвесторы. Если же мы касаемся перепродажи, то там еще есть возможность перепродажи. Особенно это касается, если вы покупаете виллу под реновацию. Ну или объект рядом с водой с прямым доступом к пляжу. Мы об этом тоже поговорим, когда будем разбирать проект за проектом. На основании данных из источника Property Monitor, это база данных, скажем так, в которой можно получить любую аналитическую информацию. На сегодняшний день ставка доходности по аренде составляет гросс, то есть грязными 4,7%. Это одна из самых низких ставок по доходности от аренды во всем Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. И причина этих низких ставок, на самом деле их не так много. Первое, которое приходит на ум, это очень высокий сервис-чардж. Очень высокий сервис-чардж, потому что в основном это брендовые резиденции, и у брендовых резиденций высокие сервисные платежи. Да, это платежи, которые собственник несет ежегодно, независимо от того, сдает он в аренду или живет там. То есть это в любом случае обязательно для оплаты. Да. Конечно же, второй, один из основных тоже причин, почему низкая доходность, это очень высокие ожидания собственников от сдачи своих квартир. Что верно, то верно. Да. Не прибавить, не убавить. Да, если есть еще какие-то интересные мнения по этому поводу, будет любопытно услышать их, пишите в комментарии, мы это с вами там обсудим. Ну, продолжим также наше интро с того, что я расскажу общие цифры по стоимости по недвижимости на Пальме. Да? Я разделил их на квартиры и виллы, и на сегодняшний день
ставка, средняя цена за квартиры составляет 2590 дирхам за квадратный фут. По виллам цена 3230 дирхам за фут, что является достаточно высокой цифрой для квадратного фута, квадратного метра именно недвижимости формата виллы и таунхаусов. Да, так как Дима любит статистику, соответственно, он расскажет все, что касается статистики, а я вам расскажу именно про те самые интересные проекты, объекты, которые вас должны привлечь, если вы интересуетесь Пальм Джумейрой. Да, давайте тогда, собственно говоря... Больше цифр? Не, меньше цифр, меньше цифр, будем тебя слушать. Смотри, давай тогда пойдем проект за проектом, прям будем двигаться с южной, юго-западной, нижней части ободка Пальмы, пройдемся по нему и еще затронем, наверное, основание этой Пальмы, потому что там тоже кое-что есть. Стоит сказать, что Пальма состоит из основания, так называемого ствола, где располагается в основном это отели, есть старые здания, и потом мы переходим уже на ветки Пальмы, на ветках Пальмы только виллы. Как раз те виллы, которые вы можете купить под реновацию, либо есть также новые виллы от Накила, которые называются The Crown. Об этом мы тоже чуть-чуть попозже расскажем. И сами квартиры, которые сейчас пользуются популярностью, это все квартиры находятся на ободке Пальмы. То есть это называется по-английски crescent, как полумесяц. Давайте тогда начнем как раз с проекта от Нахила, который будет располагаться на короне этой пальмы, да, который заменит сегодняшнюю эту часть, которая называется The Point, где находятся рестораны, магазины. Это все будет снесено, и там будут построены виллы, и будут проданы плоты. В 2023 году этот проект вышел на рынок. Да. Сам проект от Нахила называется Palm Crown, и он разделен на две части. Непосредственно на карте вы видите на основании, на самом топе, у воды продаются земельные участки, примерно $18 500 за квадратный метр земли. Еще несколько участков осталось в продаже. А виллы, которые располагаются глубже, назовем так, на второй линии, они еще в 2023 году были проданы. Если вы хотите купить в этой части Пальмы, то остается только купить землю и построить свою собственную виллу. Либо вы можете просто на перепродаже купить как раз новую виллу, которая завершает свое строительство в конце 2026 года. Давай резюмируем. Значит, Palm Crown делится на две части. Есть эта внутренняя фиолетовая, отмечена на карте зона. Это виллы 25, стартовые цены. Шестиспальная вилла 26,5 миллионов дирхам. 26,5 миллионов дирхам – это цена от застройщика. Да, то есть сейчас есть ресейл, и, очевидно, люди будут хотеть дополнительную премию, потому что локация конечно, да. И оранжевым отмечены участки земли, которые все еще есть в продаже, цены мы озвучили выше. Теперь пройдемся полностью по полумесяцу, вообще, что есть доступного, интересного, нового. И это важный момент, нового. Я не очень советую покупать старую недвижимость, потому что у вас абсолютно не те места общего пользования, у вас нету очень много плюшек, назовем их так, которые любой человек, который покупает недвижимость в Дубае, хочет видеть у себя. То есть это не только спортивный зал, бассейны, но и очень большое количество других преимуществ. Так, например, мы начнем с какого проекта? Six Senses? Давай начнем с Six Senses. Или с Айоми? Давай с Six Senses. Давай с Six Senses начнем. Six Senses. Великолепный проект от Select Group. Он уже на завершающих стадиях строительства. Вообще окончание строительства должно было быть в конце 2024 года, то есть совсем сейчас, но они задержат, потому что я была на плоту буквально где-то 4 недели назад, и ориентироваться нужно на середину 2025 года. 4-й квартал 2025 года, информация вчерашняя. Да? Да. В общем, ориентироваться нужно на конец 2025 года. Стройка активно идет. Да. Это видно по видео, которое вы сейчас видите на экране. Да. Там есть масса предложений. Мы видим по статистике с сайта перепродаж, что
те инвесторы, которые зашли на стадии строительства, там они еще классный план-оплат был, да, они большие молодцы. И цены сегодняшние составляют где-то примерно $20 тысяч за квадратный метр, но это действительно премиальная недвижимость, там есть сигарная комната, спа, там есть отельная часть, есть прямой выход в пляжу, что ключевое для проектов на Пальме. При этом проект располагается на ободке Пальмы, но в месте, где есть проточная вода. И что означает, что как бы вода там чище, проточная, соответственно, нет такого застоя, как в некоторых проектах, особенно если мы говорим о центре Пальмы. Данный проект – это все еще отличное вложение, если вы берете квартиру с видом на Пальму. Почему? Потому что, как мы и сказали в начале нашего видео, осталось всего лишь 2 плота. Вся инфраструктура у вас уже есть вообще полностью развитая. И рестораны, и торговый комплекс на стволе Пальмы. То есть у вас есть абсолютно все, включая чистое море и пляж. Кстати, про Six Senses ты упомянул, что это также там будет отель, там всего лишь одно здание под отель, и там 60 комнат. Номерной фонд 60 номерной юнитов. Да, всего лишь 60 юнитов. Но 5-звездочное управление, которое вы получаете, 5-звездочный сервис Six Senses, это знаменитый бренд. У них на данный момент есть уже 6 действующих отелей, они себя очень хорошо зарекомендовали. То есть вы там себя будете чувствовать действительно, отдыхая в 5-звездочном отеле, но при этом это будет ваша собственная резиденция. То есть в данном проекте двухспальную квартиру вы можете найти примерно 3,5-4 миллиона дирхам. У Димы действительно есть очень хорошее предложение. У вас будет панорамный вид на море. И там прекрасные планировки. И что самое главное, что там абсолютно экологически чистые материалы использованы в данном проекте. Что сейчас имеет особую актуальность в нашем мире. Да, окей, супер. Да. С Six Senses, наверное, вам понравился. Есть еще интересные проекты, которые нас ждут впереди в этом видео. Окей, следующий проект SLS от Roya Development. Проект, который последние несколько недель был у нас в серьезном фокусе. Они планируют, Roya Development, в сотрудничестве с брендом SLS, отельный бренд, рестарт продаж в конце сентября 2024 года, поэтому я и Регина, мы были в этом офисе много раз в последнее время, поскольку они в своем, скажем так, рестарте продаж планируют вывести еще более эксклюзивные, еще более лакшери продукта, чем это было на первом запуске, когда они остановили продажи по ряду своих внутренних вопросов. Я бы была абсолютно честна с вами, то есть обычно все проекты, которые запускаются на Пальме, они продаются максимально быстро. Данный проект SLS, у него были еще юниты, то есть квартира на стоке, то есть доступные от застройщика. Это было связано с тем, что в данном проекте были проблемы внутренние. То есть там был court-case. Да, был корпоративный спор между собственниками. Да, и на основании этого, естественно, это отпугнуло большое количество инвесторов. Так вот, сейчас Roya Development и проект SLS на Пальме будет делать второй запуск. Они объявят своего нового подрядчика, и они сделали уже потрясающую презентацию со всеми материалами, которые они будут использовать. Это бутиковый объект, и там есть просто потрясающий трехспальный дуплекс, просто великолепный, с видом на Пальму. И стоит это удовольствие от застройщика, то есть здесь вы не платите 2%, если вы покупаете при перепродаже, то есть напрямую от застройщика двухэтажный дуплекс, 3 спальни за 24,5 миллионов дирхам. Это очень хорошая цена. Средние цены за метр на рестарте, на новом запуске ожидаются приблизительно $16 тысяч за квадратный метр. И более подробная информация и список остатков, этих квартир, которых всего 26 осталось, они будут, скорее всего, в конце сентября, в начале октября. Я хочу сказать, что там очень хорошие планировки. Там все спальни со своими санузлами, то есть все мастер, действительно качественная отделка, то есть обратите внимание, хотите купить недвижимость на Пальме от застройщика,
это будет хороший вариант. Важно сказать, что у этого проекта будет тоже свой собственный доступ к пляжу. Да, и рассрочка там 60/40. Да, мы поговорим об этом факторе, имеется ли прямой доступ к пляжу или нет, чуть позже, на примере других проектов. Я объясню, почему мы очень важно. На этом заостряем внимание. Да. Окей, следующий. Двигаемся по ободочку дальше, на север. Айоме Villas. Айоме Villas – это уникальный продукт, потому что кроме веб-сайта, на котором есть одно видео от застройщика, больше нет ничего. То есть этот продукт продавался в закрытых продажах. И только те люди, которые получили доступ или приглашение купить данный продукт, молодцы, они купили. Потому что сейчас 5-спальная вилла, я хочу акцентировать внимание, 5-спальная вилла стоит 280 миллионов. Дирхам? Да. Ну, слава богу, недорого. Ну, то есть это 74 миллиона долларов. Я думаю, что у Пи была оригинальная цена была намного ниже. Ну да. Вот. Хорошо. В общем, если нужна прям дорогая, новая, потрясающая вилла, такие варианты тоже есть на Пальме. Супер эксклюзивные. Перейдем дальше? Да, идем дальше. Амният, Орла и Орла Инфинити. Сдача 26 год. Кстати, осталось. Я хочу сказать, что ободок Пальмы, он неравнозначен изначально. То есть, если мы посмотрим на карту, я думаю, что сейчас выплывет как раз карта, сторона левая и правая, то есть южная и северная, они неравнозначны. То есть левая сторона Пальмы, она считается намного более премиальной. Это связано с тем, что там огромное количество брендов. И дорогих пятизвездочных ультра-лакшери отелей. Да. Это мало кто знает, поэтому кроме фактора доступа к пляжу обращайте внимание, где проект на Пальме находится. И это будет зависеть, от этого будет зависеть, будет ли расти цена на ваш объект или нет. То есть, да. Ну, мы, собственно, с этой части и начали. Да. И давай перейдем дальше. Орла и Орла Инфинити от Амният. Амният – это, наверное, самый премиальный застройщик из таких известных в Арабских Эмиратах. Проект уже достаточно давно на рынке, и он практически распродан. Осталось 2 юнита от застройщика. Вторичного рынка еще пока нету. Ну, наверное, это произойдет совсем скоро. Дата окончания строительства – 2026 год. 2026 года, да. Что сказать про Орлу? Да, Амният, все его знают, самый дорогой за квадратный фут, премиальная недвижимость, все квартиры смотрят в обе стороны, и на Пальму, и, соответственно, в обратную сторону на Персидский залив. Есть интересные планировки, дуплексы, свои бассейны на террасах, то есть здесь все супер премиально. В общем, да, всего лишь осталось 2 юнита. Если хотите больше информации, обязательно пишите, потому что как раз мы расскажем про новый запуск от Амнията, который также на Пальме, правда, на правой части. Друзья, спасибо за то, что вы смотрите это видео. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в моем закрытом телеграм-канале есть ссылки на все проекты, которые сегодня мы обсуждаем в студии, а также лучшие опции в них. Подписывайтесь на этот канал, ссылка будет указана на экране, а также в описании к этому ролику. А мы продолжаем. Ну что, идем дальше. Да. Serenia Living, твой фаворит? Ну, один из моих фаворитов. Я считаю, что Six Senses. Хотите супер лакшери, берите Six Senses, а хотите что-нибудь чуть-чуть нет. Окей, цены здесь чуть дешевле, чем Six Senses, где-то примерно $16 тысяч сейчас уже вторичный рынок, это объекты, которые были. Это проект, который был начат уже 2 года назад, сейчас начинается перепродажа. Уже начались и уже активно идут. Да, это один из лучших инвестпроектов, которые были несколько лет назад, которые сейчас вышли на вторичный рынок. Вы можете посмотреть на картинки на экране, да, уже 2 продажи прошли, у нас еще одна, 3-я продажа. Подожди, давай я сначала расскажу про сам проект, почему он вообще был настолько популярен и популярен сейчас в перепродажах. Значит, Six Senses – это проект от Palm Development. У него очень хорошее расположение, хорошая локация, потому что он находится на полумесяце, но рядом с въездом как раз уже на основную часть. Первое – это локация. Второе – это тоже свой… Локация.
Да? Второе тоже локация. Тоже локация. Да. Второе – это свой пляж, и это резидентские здания и хорошая отделка. Соответственно, проект состоит из 4 зданий. В первом здании только 2-спальные квартиры, второе – только 3-спальные квартиры. И первые здания рядом с первой береговой линией – это 4-спальные, такие с Skyview на полэтажа. Что интересного? Соответственно, по инфраструктуре там будет и гольф, синема, детские комнаты, но самое главное, конечно же, это собственный пляж и 3 бассейна. В общем, прекрасный и инвест, и если вы хотите недвижимость для себя, очень советую обратить на это внимание, на этот проект. Если мы говорим про вообще запуск, соответственно, запуск был где-то 2 года назад, и сдача этого проекта будет в конце 2025 года, то есть вам не нужно долго ждать. И цены там до сих пор прекрасные. То есть на данный момент, например, 3-спальная квартира стоит, примерно там 10,1 и 10,2 миллиона дирхам на высоком этаже, то есть это примерно ориентируйтесь 2,5, а стартовые, где-то 2,2 миллиона долларов. Да, это один из недавних кейсов нашего клиента, который благодаря рассрочке 50/50 заработал практически $800 тысяч, и доходность отложенных средств благодаря, опять же, рассрочке 50/50 составила 30%. 30%. Да, продав свою 3-спальную квартиру. И пришло время, наконец, рассказать, почему мы все время подчеркиваем этот момент по поводу частного пляжа, своего собственного пляжа. Потому что, если посмотреть на тенденции вторичного рынка, мы видим, что самые привлекательные инвестиционные проекты, которые перепродаются с прибылью, они все имеют свой собственный пляж. И совершенно обратная история прослеживается с проектами, которые нужно ножками дойти до пляжа, ближайшего отеля или общественного пляжа. Да, мы сейчас об этих проектах Мы об этих проектах тоже расскажем, поэтому обращайте на это тоже внимание. Это один из таких главных выводов, которые можно сделать для инвестора, когда вы покупаете объект на Пальме. Обратите внимание. Я хочу сказать, что еще в Сирени и Ливень сейчас есть один юнит, одна квартира, которая также очень-очень интересная для себя. 3-спальная квартира на предпоследнем этаже, дальше только пентхаус. И изюминка этой квартиры заключается в том, что, во-первых, у вас абсолютно полностью панорамное остекление и вид на Пальму. Это угловой юнит. И высота потолков 5 метров. 5 метров. Если вы хотите получить презентацию по этому объекту, по этому юниту конкретно, пишите в личное сообщение, мы отправим вам готовую презентацию с планом оплат, с описанием этой квартиры и деталями сделки. Да. Самый, наверное, популярный, самый тиражируемый, раскрученный проект на Пальме, которым мечтает остановиться любой типичный турист, который может себе позволить, конечно же. Такой человек – это Atlantis The Royal. Сделать там контент, обязательно заехать туда, посмотреть, зайти в ресторан. Это просто must have. Да, здание имело определенные проблемы с введением в эксплуатацию из-за ковида, внутренних, опять же, корпоративных историй. Задержка была отложена, и в итоге только в феврале 2023 года это здание было введено в эксплуатацию. Оно разделено на 2 части. Есть резидентская часть, есть отельная часть. Всего 1000 объектов, жилых объектов в этом огромнейшем здании, которое видно тоже, наверное, из космоса. Чуть больше 1000, там 1026, да, 795. Это отельные номера, и 231 юнит относится к жилому фонду, где простым квартирам, назовем так, хотя это не совсем простые квартиры, конечно же. Самый популярный, наверное, проект на Пальме, самый известный, очень любопытная у него архитектура. Я сразу скажу, что многие новые проекты, которые выходят, они иногда берут что-то из этой архитектуры, потому что это очень узнаваемый такой шейп, архитектура, и его видно отовсюду. А ты видел новости, что, по-моему, застройщик из России, как раз на югах России, решил просто скопировать этот проект? Я не видел, да. Из высокого количества предложений на аренду здесь ставки, так же как и в целом по Пальме, очень низкие. Существует рынок перепродаж. Всего на сентябрь 2024 года
на Property Finder, на Bayut выставлено лишь 66 предложений, это всего 6% от всего объема квартир в этом здании, и количество сделок здесь небольшое, единичное, я бы так сказал, но практически каждая сделка в этом проекте – это искусство инвестора вот с точки зрения перепродажи, да, искусственно великолепная работа инвестора для перепродажи. Основной как бы инструмент инвестора в Royal Atlantis – это купить объект, сделать реновацию, сделать его еще более лакшери, назовем это так, и перепродать уже конечному потребителю для того, чтобы он просто наслаждался этим и локацией, и ремонтом, и вот всей вот этой вот инфраструктурой огромного здания. Да, там были уже и по 2 перепродажи, и по 3 перепродажи, то есть это все равно считается актуальным. Но я хочу заметить, если вы покупаете такой дорогой объект для аренды, не делайте этого. Ну, по крайней мере, в данном проекте, так как номерной фонд огромный, то есть более 1000 юнитов, более 1000 квартир, соответственно, у вас огромная конкуренция. То есть, если вы планировали, там, не знаю, свою двухспальную квартиру сдать за 1 200 000 дирхам в год, то, как показывает практика, и из практики моих клиентов, то есть, во-первых, вам нужно будет долго ждать, потому что большая, высокая конкуренция, и, во-вторых, вы сдадите ее где-то за 800-900 тысяч дирхам, не так, как вы планировали. Но для перепродажи или для себя это великолепное место. Да? Да. Скажем про цены? Скажем про цену. Да, соответственно, если мы смотрим двухспальные квартиры, то сейчас цена будет примерно около 20 миллионов дирхам. Если же мы берем такие более люкс продукты, то есть трехспальные, кстати, трехспальные Sky Court, вообще их днем с огнем не сыщешь, это очень редко, когда они появляются вообще на перепродаже. То есть, если вам интересен этот проект, обязательно нам пишите, мы вам отправим лучшие предложения. Хорошо. Ну что, двигаемся дальше. Мы уже дошли до северной части ободка Пальмы, и тут нас ждут не самые... Сюрпризы! Назовем так, фейлы. Ну, не фейлы, что ли, а не самые привлекательные объекты с той точки зрения, что инвесторы, вложившиеся в стадии строительства, сейчас, ну, назовем так, испытывают проблемы, трудности с перепродажей, если, да, конечно же, они на это рассчитывали. И первый проект, который мы сейчас рассмотрим, это проект также от одного из роскошных девелоперов, застройщиков Дубая, Эллингтон. Это называется Beach House. Он будет введен в эксплуатацию уже в этом году, в 2024 году. Да. А у этого проекта нет доступа к пляжу, и вот и тот фактор, который он красной линией проходит в описании каждого нашего проекта, он здесь вот как раз не на руку этому проекту играет. Соответственно, наверное, это одна из основных причин, почему на данный момент, к моменту уже практически готовности этого здания, нет еще ни одной перепродажи. Ну, это связано с тем, что, во-первых, у вас нету пляжа, а так как у вас нету пляжа, значит, у вас перекрывает другое здание, и, соответственно, вида у вас тоже нету. То есть он практически отсутствует в большинстве квартир. Есть на правой стороне еще несколько проектов, которые могут вас заинтересовать. То есть, во-первых, правая сторона, она считается более дешевой. Но это не касается следующего проекта, потому что это проект Армани. Это здание Армани. Знаменитым архитектором стал здесь Тадео Андо. У него очень минималистичный дизайн. Есть, кстати, потрясающий шоурум. Это застройщик Арада. Арада прекрасно строит, кстати говоря. И тут, конечно, дизайн имеет ключевое значение. Там есть такая арка, мы сейчас покажем, как это выглядит. То есть здесь также только большие квартиры, да, двухспальные, трехспальные, четырехспальные, пятиспальные, там дуплексы. То есть здесь стартовые цены за двухспальную квартиру 250 квадратных метров будет 23 миллиона дирхам. Или 6,3 миллиона долларов. Да, совершенно верно. Цена за квадратный метр здесь сопоставима с Амниятом. То есть это, наверное, что Амният и Армани, да, эти два проекта, точнее Арада и Амният со своими проектами, наверное, являются самыми дорогими с точки зрения цены за квадратный метр в сегодняшний день. Я считаю, что Амният дороже.
Амния дороже, но несущественно, потому что если мы дороже. Сравниваем, например, Эллу или One Palm, да, тут цифры Кстати, очень хорошо, что ты сопоставимы. сказала про Эллу, потому что и Арада, и Элла — это новые объекты от застройщика Амният. Данные квартиры, данные проекты тоже вы можете купить непосредственно от застройщика, то есть это первичный рынок. Регин, ну что, мы с тобой прошлись по ободку Пальмы, Да. и теперь давай еще затронем два проекта, которые находятся на въезде, на основании этой Пальмы. Да. Это два проекта, один из них это Амният, второй это проект от Нахила. Да. Нахил, значит, одно из самых, наверное, самое высокое здание на Пальме, которое сейчас находится в стадии строительства. Проект называется Кома. Этот объект от застройщика уже практически распродан. Старт продаж был в конце 2023 года, если не ошибаюсь. Вот. Там только квартиры, соответственно, панорамный вид. Цена за квадратный метр примерно $17 тысяч. От застройщика, от Нахила осталось буквально 2 или 3 квартиры. То есть, по сути, сейчас он находится в таком промежуточном этапе. Сейчас еще ресейлов нету, перепродаж. Ну и от застройщика уже практически все распродано. Ну, там просто необычная архитектура. Там есть бассейны на террасах, большие террасы. Есть квартиры, которые просто... Одна квартира на этаже, соответственно, лифт просто открывается у вас прямо в квартиру. С доставщиком из Нуна. Если любите вот такие высотки, то посмотрите. Но хочу сказать, что срок сдачи там будет 28 год. Если хотите подождать. Ну что, давай тогда теперь перейдем и закончим проектом, еще одним проектом от Амнията, One at Palm. Готовый проект. Это готовые предложения, готовый дом, потрясающий сервис. Очень колуарно, очень элитно, привилегированно. То есть вот такие эпитеты мне приходят, когда я говорю об этом проекте. Мне сразу приходит на ум игрок сборной Франции, который живет в этом здании, имеет там квартиру. Да, действительно, буквально несколько квартир, несмотря на размер здания. Каждая квартира уникальна, у каждой квартиры есть своя собственная планировка. Застройщик предлагает уникальное индивидуальное решение по дизайну и по мебели. У нас недавно в этом здании был объект на эксклюзивную продажу. 666 квадратных метров. Я не хотела говорить 6, но ладно. За 67 миллионов дирхам. Он там еще почти доступен. 667. Да, он еще в продаже. Поэтому, если вы хотите приобрести 4-спальный дуплекс с видом и на Бурдж-Халифу, и в сторону Дубай-Харбор и колеса обозрения, и вас не смущает цена 600, и вас не смущает размер 666 метров, то пишите, у меня есть индивидуальная презентация под этот проект. Вот, вы будете тоже соседом одного из селебрити футболистов сборной Франции. Мы разговаривали с теми людьми, которые там живут непосредственно, то есть владеют недвижимостью, и жители данного дома. То есть они даже не видят альтернатив, куда переехать. Потому что сама по себе локация, вы прямо в самом начале Пальмы, вы спускаетесь вниз, у вас есть там собственный причал, если у вас есть своя яхта, легко припарковать на Дубай-Харбор. Если вы хотите рестораны, просто, опять же, вы спускаете вниз, вы идете в Вест-Бич. Там огромное количество и ресторанов на любой вкус, то есть скучно вам там не будет, но при этом это прям такой приватный уголок. Согласен со мной? Да, согласен, конечно. Да, то есть... Абсолютно точно. И так вот, жильцы данного дома, они просто не видят альтернатив, потому что сервис, который им предоставляет данный дом, он практически не имеет себе равных. Да. Вот такая интересная информация. Если вы обладаете, уже сейчас владеете объектом на Palm Jumeirah или каким-то другим большим объектом, я имею в виду с весомым чеком, вы хотите его перепродать, у нас отработан уже рабочий кейс. Срок экспозиции выставки в продажу и продажи составляет примерно 3-6 месяцев. Что мы делаем? Как правило, основным инструментом для продажи является нетворкинг с топовыми брокерами, топовыми агентами Дубая. Для них мы проводим мероприятия, так называемые open house, когда приглашаем
приглашаем их посмотреть объект, и они, соответственно, распространяют эту информацию по всему миру, потому что у нас есть брокеры там, из Соединенных Штатов Америки, из Европы, из России, конечно же, из Пакистана, Индии, Китая и так далее. Благодаря вот этому нетворкингу мы максимально даем огласку о том факте, что объект находится в продаже. Для этого также мы делаем, при этом мы также делаем все необходимые маркетинговые материалы и делаем рекламу в сети интернет. Это наши основные такие лайфхаки, мы готовы ими делиться, которые приводят к конечному результату. А для вас конечный результат – это выйти из сделки с прибылью, для того, чтобы потом эти деньги использовать для покупки нового инвестиционного объекта, ну, либо какими-то другими целями. Итак, если у вас есть подобный запрос, если вы обладаете квартирой на Пальме и хотите продать ее, пишите мне в личное сообщение, и мы с вами свяжемся. Итак, резюмируя этот ролик, да, мы буквально пробежались, да, но это было в другом ролике. Вот отсюда мы начнем. Вот наша такая классная дорога вперед. Сейчас мы разомнемся и погнали. Это самая крайняя часть Пальмы, отель One and Only. Итак, разминка и поехали. Прошлись по проектам на Пальме, да, подчеркнули наиболее интересные объекты, которые я бы не рекомендовал. Ну, Регина, конечно же, тоже обращать внимание по ряду параметров. Какое резюме мы можем сейчас вывести о том, что на сегодня, что из себя представляет на сегодняшний день Palm Jumeirah в 2024 году? Пальма – это точно престиж, это репутация, это дорогая недвижимость, это все еще инвестиции точечно. Да, но если мы говорим об инвестициях, то, для аренды. Как правило, это инвестиция с целью перепродажи и реновации. То есть вы покупаете объект, делаете существенный его апгрейд и перепродаете как уже уникальный юнит, которому нет абсолютно точно равных. Сейчас основной тренд по реновации находится в сегменте вилл, где покупаются виллы, делается реновация. У меня есть тоже кейсы и расчеты, каким образом это можно осуществить и какая прибыль из этого будет извлечена. Поэтому вот один из выводов – это тренд на покупку старых объектов, реновация и перепродажа. Следующий вывод. Южный полумесяц. Да, мы должны обращать внимание на объекты, располагающиеся на юге. Если мы смотрим, да, на полумесяц, как правило, именно в этой локации на Пальме располагаются самые успешные, самые жирные, самые богатые. Левая часть, если так по-простому. Ну, по-простому при въезде налево, да. Да. Вот. Ну и да, как сказала Регина, инвестиция с целью аренды, наверное, является на сегодняшний день не самой успешной, поэтому если вы хотите иметь пассивный доход от покупки объекта, то я бы на вашем месте рассмотрел другие локации Арабских Эмиратов. И очень важно обращать внимание, чтобы ваш проект был на первой береговой линии с собственным пляжем. И если эта квартира видовая на Пальму, то она также будет расти. Ну что, наверное, все. Был большой ролик. Я надеюсь, это было полезно для вас. Сегодня я пригласил Регину для того, чтобы она помогла своей экспертизой по некоторым проектам очень глубоко рассказать и показать вам, какие проекты, да, что, как с ними можно поступать, где можно заходить, а где это не рекомендуется. В этом ролике мы рассмотрели главные тенденции и подвели итоги, да, что из себя представляет Palm Jumeirah, этот полуостров в 2024 году. Спасибо вам за просмотр. Обязательно нажмите кнопочку подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Если вы поставите лайк, мне будет очень приятно, и вы оцените мой труд. И с вами был Дмитрий. Пока. Пока.